Привет, друг, ты на канале Киртоп. Эта корова выглядит так, будто осталась на второй год в классе. Размеры спасли животное от продажи и отправку на скотобойню. Теперь корова – герой соцсетей. Я настоятельно рекомендую досмотреть видео до конца, потому что история на одной корове-рекордсменке не заканчивается. В соцсетях и СМИ обратили внимание на 7-летнюю корову по имени Никерс, проживающую в Австралии. Рост животного 194 сантиметра, почти как баскетболист Майкл Джордан, а вес более 1400 килограммов. Это гораздо больше сородичей. Никерса называют самой большой коровой в стране. После первых публикаций в СМИ хозяин животного Джефф Пирсон в разговоре с журналистами отметил, что на самом деле это не корова, а кастрированный бык. По его словам, Никерс с детства отличался размерами, и огромный рост спас его от продажи на скотобойню. Сейчас бык живет на ферме Пирсона с другими коровами, которые выглядят заметно меньше. Пирсон отметил, что за несколько дней множество журналистов обратились к нему с просьбой рассказать о Никерсе. Это вышло из-под контроля. Не ожидал, что все зайдет так далеко. Мне звонят каждые 10 минут с 4 утра, добавил он. По его словам, теперь речь о продаже коровы точно не идет. Сравнение Никерса с некоторыми игроками Национальной баскетбольной ассоциации. А еще ее называют корова маминой подруги. Раэль Шенрак, жена фермера Карла Шенрака, который владеет Кисмет Крик, рассказывает, все началось с той публикации в соцсетях об огромном бычке из Австралии. Так ведь у нас почти такой же. До той поры Шенраки как-то не придавали этому значения, а тут им стало интересно. Они вооружились линейкой и пошли измерять скромнягу Дозера, который неожиданно оказался рекордсменом. Это Дозер, и да, его прозвали за сходство с бульдозером. Дозер попал к Шенракам после того, как ярые веганы разгромили мясную ферму в Альберте и добились того, чтобы партия бычков пошла не на убой, а была расселена по другим объектам. Так в 6-месячном возрасте Дозер попал в Кисмет Крик в Манитобе, где вскоре вымахал в гиганта весом более 1,5 тонн. Шенраки измеряли его давно, несколько лет назад, и когда поняли, что мировой рекорд им не светит, то и перестали обращать на это внимание. А тут такой повод: а ну-ка, померяемся с австралийским зазнайкой. Оказалось, что Дозер выше. У заокеанского быка рост 6 футов и 4 дюйма, или почти 194 сантиметра, а у канадского 6 футов и 5 дюймов, что дает 195,5 сантиметров. Разница невелика, но она есть, и не так важно, что до мирового рекорда, который более 2 метров, им обоим все равно далеко. Слава на целую неделю и повод для десятков визитов журналистов обеспечены. Фермеры называют Дозера нежным гигантом. Ради лучшего набора массы его кастрировали в юном возрасте, и сейчас бычок просто большая машина по переработке сена. А еще он пользуется авторитетом в стаде и помогает ставить на место прочих коров. Но есть и обратная сторона таких габаритов. Ноги Дозера постоянно болят от необходимости носить огромный вес, и фермер вынужден применять специальную мазь. Кто знает, может теперь и в нашей глубинке отыщется свой рекордсмен, который давно примелькался и не вызывает удивления, хотя на самом деле должен прославиться на весь мир. Бельгийские двумускульные быки разительно отличаются от своих сородичей. Эти парнокопытные примечательны чрезвычайно развитой мускулатурой и практически полным отсутствием жира. Снимки удивительных великанов стали набирать просмотры в сети всего спустя несколько дней после того, как мир облетела новость о 2-метровом быке. Бельгийская голубая порода быков. Ее еще называют двумускульной, отличается мутацией. У этих парнокопытных подавлена выработка белка миостанина, ответственного за остановку роста мышечной массы. Может показаться, что этих быков выращивают на стероидах, но это вовсе не так. Порода была выведена путем скрещивания в 19 столетии. Она вызывает много эмоций и противоречивых мнений. Фермеры прославляют бельгийских голубых быков за дружелюбный нрав и большой объем мяса необыкновенного вкуса, а зоозащитники винят селекционеров в издевательстве над животными. Двумускульность возникает у животных, лишенных определенного типа белка, регулирующего рост мышц. Эта мутация естественна, но никак не ее намеренное сохранение, заявляют в РЕТА люди за этичное обращение с животными. Бельгийская голубая порода имеет короткую продолжительность жизни, страдает от отечности конечностей. Более того, за счет формирования большой мышечной массы у самок сужается таз, поэтому чаще всего телята появляются на свет путем кесарево сечения. Несколько дней назад мир облетела новость о быке ростом 194 см из Австралии. 2-метровый Никерс уже стал звездой. 7-летний здоровяк галштино-фрижской породы весит более 1400 килограммов. Он превратился из объекта животноводства в звезду, рассказывает фермер Джефф Пирсон. Я и не знаю, как мы будем справляться с его популярностью. Несмотря на объемы мышц, эти быки достаточно подвижны. Я не знаю, о чем думали вы во время просмотра видео, но я мечтал о вкусном бургере. Подписывайся на канал, жми на колокольчик. Всем пока.